Здравствуйте, с вами Руслан Нагорнюк и школа боя УЭК. В этом уроке мы покажем, как научиться защищаться от броска с помощью смещения центра тяжести. Сейчас мы в тренировочном режиме покажем, как это выглядит. Тоже рук, да? Тоже рук здесь. Тоже. Для того, чтобы сделать бросок, например, мне надо стать удобно, да, вот найти опору и отсюда уже толкать. Но если я начинаю двигаться к своей опоре, и он мне в этот момент немножечко сместит, все, я уже не могу сделать бросок. В этом упражнении первом ученики начинают пробовать какие-то там приемы. Вот, например, я начинаю там, делаю проход вновь. Раз, медленно. И в этот момент мой партнер пытается в ходе движения сделать смещение. Снова, там, например, я там пытаюсь раз, мне здесь комфортно стоять, я захожу, раз, его, оп, да, и уже как бы провалил тоже. Проход, да, сместил. И вот эта медленная работа, она немножечко открывает как бы глаза и понимание, когда надо начинать действовать. Второе упражнение. Мы уже боремся обоюдно. Степень борьбы у нас игровая, то есть на 50% скорости и силы. Но главная задача этого упражнения — это как раз поймать на том, что вам хотят сделать бросок. То есть вы, по сути, работаете вторым номером. Да, вы пытаетесь какие-то там действия делать, но ждете атаку противника. Давай. Он хотел сделать, я немножко сместил, да. Хорошо. Есть. Ну, самая главная ошибка — это не своевременно начинать смещать центр тяжести. Если партнер только начинает действие, вот только-только начинает, и вы что-то пытаетесь сместить, для него это нет опасности, он еще устойчив. Когда он уже подошел на бросок, уже вас плотно захватил, уже вы не сместите его, уже полетите. Важно как раз вот где-то посерединке, чтобы он еще не взял вас, но уже сместился, он уже летит как бы к вам. Тогда вот вам получится сместить его центр тяжести. Это самое важное, что вовремя посерединке надо сместить его центр тяжести. Вторая ошибка. Если у вас будут руки не совсем удобно стоять правильно, вы не сможете сместить его центр тяжести. Поэтому старайтесь руками, как бы держаться за партнера всегда удобно, контролировать вверх, низ, руку, чтобы вы могли вот это смещение сделать. Третий момент очень важен. Это вы руками должны слушать вашего партнера. То есть поэтому немножко борьба с закрытыми глазами, она помогает научиться через руки видеть, как он стоит. И вот это начальное движение, оно как раз через руки вам дает понимание, когда надо смещать. Вот это не просто сильно держать. Ошибка будет сильно просто стараться как бы держать партнера. Это ошибка. Старайтесь руками слушать его тело и как бы его центр тяжести. Опытные борцы, они как раз так и делают, что они руками видят центр тяжести противника. И они вот это уже смогут сделать. Поэтому это три важных момента, которые надо учитывать в работе с этим принципом. Проваливание в пустоту за счет вот этих видящих ваших рук и смещения центра тяжести, оно очень интересное в ощущениях, как сам борешься, и противники не понимают, что с ними случается. Вот. И практически любой бросок можно вот это сработать на смещение центра тяжести. Вы можете не владеть даже техникой броска, там, разной. Вы можете не владеть даже большим арсеналом борцовских бросков, но владея вот этим принципом, вы сможете практически, наверное, все, я еще не знаю там любого броска, который нельзя вот это сместить. Поэтому пробуйте, практикуйтесь, овладевайте этим принципом, и вы увидите, что он довольно-таки эффективный даже на начальных стадиях обучения борьбе. Возникшие вопросы пишите в комментариях. Если вам видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, делитесь с друзьями. И до встречи на новых уроках.